Привет, армия. В последнее время мы видели несколько вещей от Чингука, которые удивили многих, особенно учитывая, насколько сильна его связь с Тэхёном. Одним из самых обсуждаемых моментов стала куртка, которую он надел на одно из своих выступлений. Люди сразу же сравнили ее с той, которую Тэхён носил раньше. Некоторые утверждали, что куртка была точно такой же, другие предполагали, что это могла быть похожая модель, но от Calvin Klein, поскольку Чингук является амбассадором этого бренда. Однако, по правде говоря, они поразительно похожи, и в этом нет ничего нового. За эти годы мы бесчисленное количество раз видели, как эти двое одеваются одинаково, их стили дополняют друг друга, как будто они естественным образом хотели казаться связанными даже в самых простых деталях. Еще один момент, который привлек много внимания, это когда Чингук помахал рукой, очень похоже на приветствие Тэхёна в Париже. Это может показаться простым совпадением, но это не совсем так, если вспомнить одну вещь. Когда мы проводим слишком много времени с кем-то важным для нас, мы неосознанно начинаем копировать его жесты, манеру речи и даже привычки. Именно это некоторые люди поняли по этому жесту. Это было не просто какое-то движение, это просто еще один признак того, что Чингук настолько близок к Тэхёну, что даже их действия становятся похожими. И для многих это не совпадение. Эти мелочи, которые другим могут показаться незначительными, именно они поддерживают разговор о Тэхёне. Это не выдуманные слухи, это постоянные знаки, которые они показывают сами, не говоря об этом открыто. И что самое интересное, они, похоже, не пытаются это скрыть. Совсем наоборот, они позволяют жестам, совпадениям и моментам говорить самим за себя. Постепенно они показывают, что их отношения искренние, без необходимости громких заявлений. Конечно, сравнения с Чингуком всегда найдутся. Некоторые продолжают настаивать на этой идее, но в действительности то, что мы видим в последнее время, склоняется в пользу Тэкука. Чингуку не нужно ничего говорить прямо, чтобы его выбор был понятен. Их жесты, их одежда, то, как они постоянно комбинируют, все указывает на одно и то же. Именно поэтому становится все сложнее отстаивать теории, не имеющие под собой четкой основы. Самое прекрасное во всем этом то, что все это кажется естественным, они, кажется, ни к чему не принуждают. Это видно потому, как они разделяют схожий стиль, как они копируют друг друга, и по неожиданным моментам, когда они наконец посылают четкие сигналы. Именно это убедило многих поклонников, что их отношения не просто плод воображения, и хотя некоторым это может показаться неловким, правда в том, что Тэкук продолжает демонстрировать своими действиями, что их связь реальна и не собирается угасать. В конечном счете, очевидно, что важна каждая деталь. От простой куртки до жеста, повторяемого в разных уголках мира, все это складывается в историю, которая зреет уже давно. В последние несколько дней начал циркулировать слух, который, как многие уже понимают, является бредом. Все началось с того, что некоторые пользователи начали делиться своим любимым видео с девушкой со светлыми волосами, утверждая, что оно было снято недавно и что она встречалась с Чингуком. Проблема была в том, что это видео было не новым, оно было снято в ноябре 2023 года, когда их кумир снимался в фильме «Closet and This». Однако некоторые поклонники Джи-Кук восприняли его как новое, вызвав недоумение у тех, кто не понял контекста. Подобная ситуация не нова, подписчики Джи-Кук часто ищут старые видео, редактируют их, а затем переделывают или вырывают из контекста, чтобы создать впечатление, что между Чингуком и их кумиром есть что-то большее. На этот раз они использовали видео из аэропорта, утверждая, что Чингук летит в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Чингуком. Однако на самом деле нет никаких доказательств того, что это когда-либо происходило, совсем наоборот, видео старое и не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Поражает их упорство в поддержании этих слухов. Вместо того, чтобы признать правду, они выдумывают беспочвенные слухи. Некоторое время назад HYBE даже намекнули, что их кумир встречается с женщиной, еще больше опровергая версию Чингука. Даже имея эту информацию, некоторые продолжают настаивать на отношениях, которых на самом деле нет. Причина, по которой эти истории продолжают всплывать, кажется довольно очевидной. Связь между Чингуком и Тэхёном становится все более очевидной и не остается незамеченной. Их отношения отражаются в их жестах, в том, как они одеваются одинаково, или в деталях, которые они постепенно раскрывают.
И когда что-то настолько очевидно, это трудно игнорировать. Некоторые, вместо того, чтобы принять это, предпочитают выдумывать слухи, просто чтобы поддерживать образ Джикука. Разницу легко понять. Их любимчик и Чингук имеют рабочие отношения и дружбу. Они сотрудничают, делятся проектами, производят контент и предоставляют то, что нужно компании. Но когда эта деятельность заканчивается, Чингук всегда находит свое место с Тэхёном, потому что то, что у него с ним есть, отличается. Это явно более личная связь, более интимная и гораздо сильнее. Вот почему выдуманные слухи не могут стереть то, что произошло на самом деле. Сколько бы старых видео они не пытались использовать повторно или сколько бы монтажей не делали, факт остается фактом. Поступок Джикука был не более чем публичной демонстрацией дружбы. Между тем, действия Тэгука подкрепляются ощутимыми знаками, которые появились со временем. Самое главное, что ничто из этого не кажется запланированным. Жесты между Чингуком и Тэхёном происходят естественно, без какой-либо необходимости принуждения. Это небольшие, но последовательные детали, демонстрирующие отношения, которые невозможно подделать. И это различие дает понять все большему числу людей, что Тэгук настоящий, в то время как Джикук – просто продукт, созданный для развлечения. В конце концов, то, что остается, довольно просто. Слух о том, что возлюбленный ходил к Чингуку, основан на старом видео и не имеет доказательной ценности. Что имеет вес, так это моменты, которые Чингук и Тэхён делятся, совпадения, которые они повторяют, и близость, которую они постоянно демонстрируют. Любой, кто внимательно присмотрится, найдет явные знаки, и хотя некоторые могут продолжать это отрицать, правда в том, что Тэхён неизменно утверждал, что их отношения искренни и им не нужно их скрывать. За эти годы было запечатлено множество моментов между Тэхёном и Чингуком, которые демонстрируют, насколько особенны их отношения. Каждый раз, когда они появляются вместе, они словно создают свое собственное пространство, место, где им не нужны слова, чтобы понять друг друга. Их реакция настолько естественна, что кажется, будто они всегда знают, что собирается сделать другой. Если один движется, другой следует за ним. Если один касается, другой отвечает, не задумываясь. Эти жесты просты, но в них заложен глубокий смысл. Они демонстрируют близость, которая никогда не угасает, независимо от того, есть ли перед ними камера или они окружены другими людьми. Это привело многих поклонников к осознанию чего-то неизменного. Связь между Чингуком и Тэхёном становится все более очевидной со временем. Эта близость не ограничивается одним мгновением, она повторяется в разных контекстах. Иногда это отражается в их одежде, схожем или дополняющем друг друга стиле, иногда в небольших совпадениях жестов и движений, которые, кажется, происходят автоматически. Каждая деталь взаимосвязана, и когда вы наблюдаете за ними как единое целое, невозможно игнорировать то, что они передают. Однако не все легко принимают это. Некоторые, вместо того, чтобы признать очевидное, предпочитают создавать слухи, чтобы подкрепить свои убеждения о Чингуке. Однако разница между этими историями и тем, что на самом деле произошло с Тэхёном, разительна. То, что пережили Чингук и Тэхён, не было основано на слухах или видеомонтаже. Это были моменты, запечатленные такими, какие они были, вживую, без какой-либо предварительной подготовки. И именно это делает их такими значимыми. Одна из самых сильных сторон их отношений – это то, как они общаются без слов. Многие считают, что их жесты, взгляды или прикосновения могут быть частью представления, специально задуманного для зрителей, того, что в мире развлечений известно как фан-сервис. Однако то, что произошло с Чингуком и Тэхёном, в эту категорию не попадает. Фан-сервис заметен, потому что он преувеличен, потому что он требует немедленной реакции от зрителей. Наоборот, то, что произошло между ними, казалось естественным, не было никакой подготовки или усилий, все произошло само собой. Взгляды Чингука и Тэхёна – отличный пример, иногда достаточно простого зрительного контакта, чтобы создать впечатление, будто они говорят что-то, чего другой человек не понимает. В других случаях легкие прикосновения, например, рука на плече или простое прикосновение, передают их чувство комфорта друг с другом. Это едва заметные сигналы, но именно их многократное повторение в разных ситуациях делает их такими притягательными. Примечательно, что эта естественность проявляется даже там, где они, возможно, более осознанно относятся к тому, что показывают публике.
Будь то выступления, интервью или прямые трансляции, их жесты кажутся незапланированными. Именно эта спонтанность позволяет многим поклонникам увидеть в Тэхёне нечто настоящее, нечто большее, чем просто шоу. При внимательном наблюдении за ними становится ясно, что их отношения не основаны на помпезных публичных демонстрациях. Им не нужны чрезмерные заявления или сцены, чтобы люди поняли, что между ними. Все дело в деталях, в том, как они подсознательно ищут друг друга, как их стили смешиваются, в жестах, которые они повторяют без всякого плана. Именно эти небольшие действия в конечном итоге создают более масштабный и мощный образ того, чем они делятся. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm